Друзья, всем привет! Рады вас видеть на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по времени и пространству, чтобы познакомиться с самыми величественными существами, которые когда-либо обитали на нашей планете. Мы рассмотрим различных доисторических гигантов, бродивших по Земле миллионы лет назад, каждый в свое время. Вы когда-нибудь задумывались, как выглядели самые большие животные, когда-то населявшие нашу Землю? Знакомы ли вам такие названия, как Джозефо-Артигассия, Эндрюсарх, Эласматерий или Индокотерий? Оставайтесь с нами, и вы узнаете, как эти животные выглядели, когда и где жили, и как они выживали в условиях своей эпохи. Да, этих гигантов уже не существует. Почему они вымерли? Мы попытаемся дать ответ. Однако точно сказать, из-за чего некоторые виды исчезли с лица нашей планеты, невозможно. Изменение климата, межвидовая конкуренция и многие другие факторы повлияли на эволюцию жизни на Земле. Но благодаря работе ученых и современным технологиям мы можем с ними познакомиться. Готовы открыть завесу тайны? Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь вперед к открытиям. Джозефо-Артигассия. Грызун размером с бизона – фантастика? Да нет, реальность. Была. Эти гигантские животные под названием Джозефо-Артигассия жили в период с раннего по поздний Плеоцен, от 5 до 2,5 миллионов лет назад, на территории Уругвая. Вымерший род южноамериканских грызунов по размерам был действительно огромным и весил, вероятно, от 500 килограммов до 1,2 тонны. Внешне он напоминал ныне живущую капибару, но был намного больше. Его длина достигала 2,7 метров. А еще говорят, что не нужно делать из мухи слона. А ведь природа сделала из мыши бегемота и ни о чем не жалеет. У мегагрызуна был массивный тяжелый череп длиной около 50 сантиметров. Как у любых грызунов, у Джозефо-Артигассии были мощные резцы. Эти резцы могли сжиматься с огромной силой. Согласно словам ученых, сила укуса древней слономыши была сопоставима с силой укуса крупных крокодилов и грызущих кости собак. Но, скорее всего, Джозефо-Артигассия был мирным вегетарианцем. Своими мощными резцами он выкапывал клубни и корни растений. Также наверняка он поедал кору деревьев, как это делают современные грызуны вроде зайцев, бобров и ондатр. Предполагаемой средой обитания зверя были тропические леса, которые в то время покрывали берега Рио-де-ла-Плата на территории современного Уругвая. Почему животные со странным названием Джозефо-Артигассия вымерли, никто не знает наверняка. Однако известно, что их исчезновение произошло после Великого американского обмена, зоогеографического события, в ходе которого сухопутная и пресноводная фауна мигрировала из Северной Америки в Южную и наоборот. Диодон. Если скрестить кабана, быка и бегемота, мы получим диодона, ну или что-то похожее. Причем по характеру тоже. Этот зверь был очень колоритный и заметно выделялся среди многих других своих современников. С такой внешностью, как у него, можно было смело сниматься в фильмах про демонов из ада, только рогов ему не хватает для стопроцентного соответствия инфернальным сущностям. Неудивительно, что этого зверя прозвали адским кабаном. Диодон жил в период с конца Олигоцена до начала Миоцена, от 25 до 18 миллионов лет назад в Северной Америке. Он представлял из себя крупное млекопитающее весом от 600 до 1000 килограммов, со сгорбленными плечами и раздвоенными копытами. Высота животного в холке достигала 1,8 метров, длина тела около 3,6 метров. Да что там говорить, только один череп диодона был до 90 сантиметров в длину и занимал почти 1/3 всей длины тела. Также животные отличались огромной пастью, как у крокодилов или бегемотов. Диодон мог открывать ее почти на 100 градусов. Для сравнения, львы открывают пасть максимум на 65 градусов. В пасти имелись клыки, коренные притупленные зубы и очень мощные жевательные мышцы. Чудовище носилось на длинных стройных ногах со сдвоенными копытами, как у свиней или коров. В итоге что мы имеем? Очень крупное, быстрое, свирепое, всеядное животное. Поверьте, с такими данными диодон вытворял почти все, что вздумается. Так и хочется добавить: спасибо, что вымерли. Эндрюсарх. Знакомьтесь, Эндрюсарх.
Титан, который мог бы наводить ужас на наших предков, но малость не дожил до их появления. Примерно лет этак 40 миллионов. И слава богу, гигантское хищное млекопитающее обитало в эпоху позднего Эоцена, в период от 45 до 36 миллионов лет назад на территории Центральной Азии. Рост животного составлял около 160 сантиметров, а длина до 4,5 метров. Вес мог достигать тонны. Это довольно много. Учтите, что современные бурые медведи в среднем весят около 600 килограммов. Как выглядел этот зверь, точно сказать невозможно. Да и в интернете вы найдете весьма противоречивые реконструкции. Это связано с тем, что вид описан по единственному найденному черепу. А потом достоверно можно лишь реконструировать только голову. В некоторых реконструкциях Эндрюсарх представлен как волкоподобный хищник с длинными лапами. Впрочем, большинство современных ученых склоняются к тому, что телосложение зверя было ближе к современным медведям. Череп Эндрюсарха также был гигантским, шириной 56 сантиметров в районе скул и длиной 83 сантиметра. А вот размер мозга был на удивление мал. Клыки и резцы были большими, коренные зубы тупые. Строение челюстей говорит о том, что укус его был невероятно мощным, но форма черепа отличается от высокоспециализированных хищников. Предполагается, что на крупных животных Эндрюсарх активно не охотился. Он предпочитал молодых особей и падаль, но при этом являлся всеядным. Глиптодон. Глиптодон – крупное сухопутное млекопитающее. Это, пожалуй, один из самых забавных млекопитающих мегафауны доисторических времен. По сути, это броненосец размером с машину Volkswagen Жук. Взрослые животные весили до 2 тонн и достигали около 3 метров в длину. Их отличительным признаком был развитый наружный панцирь. Толстый панцирь, состоящий из сросшихся друг с другом многочисленных костных пластинок, прикрывал сверху все туловище животного. Поэтому глиптодон походил скорее на беззаботный камень, чем на подвижное животное. Оно и понятно, куда торопиться, когда твоя броня не по зубам ни одному хищнику. На голове глиптодона помещался небольшой костный щит, образованный такими же костными пластинками. Хвост животного был защищен словно чехлом, сросшимися друг с другом костными кольцами, снабженными шипами. Были ли эти звери опасными? Скорее всего, глиптодоны были млекопитающими и не представляли особой угрозы, хотя само их название переводится как «вырезанные зубы». Паслись они у кустарников возле водоемов. Глиптодоны появились на Земле в эпоху Миоцена, примерно 15 миллионов лет назад. Сначала они появились в Южной Америке, затем распространились оттуда в Северную. Южноамериканский глиптодонт вымер только около 10 тысяч лет назад, вскоре после последнего ледникового периода, вместе с большинством других млекопитающих мегафауны. Животных истребили первые люди, а охотились они не только ради мяса, но и ради вместительного панциря. Есть сведения, что самые ранние поселенцы Южной Америки укрывались от снега и дождя под панцирями глиптодонтов, используя их как палатки. Гениально! Дипротодон. Дипротодоны – крупнейшие известные науке сумчатые. Огромные травоядные животные обитали в Австралии в период от 2 миллионов до 40 тысяч лет тому назад и внешне напоминали современных вомбатов-переростков. Что легко объяснить, ведь ближайшими ныне живущими родичами дипротодонов являются вомбаты и коала. Поэтому иногда дипротодонов и называют гигантскими вомбатами. Дипротодоны населяли редколесья и травянистые равнины. Возможно, держались у воды, питались листьями деревьев, кустарниковыми растениями и в некотором количестве травой. Наиболее крупные экземпляры были размером приблизительно с гиппопотама, около 3 метров в длину и около 2 в холке. Средняя оценка их веса почти 3 тонны. Судя по изотопному анализу их зубной эмали, дипротодоны регулярно совершали повторяющиеся миграции, причем единственные из всех известных сумчатых. При этом их рацион в течение года был довольно постоянным. Может быть, животное постоянно перемещалось, чтобы никогда не ограничиваться в любимой еде? Ну, как вариант. Так почему эти мегагрызуны исчезли с лица Земли? Человек в этом замешан? Очевидных следов взаимодействия этих сумчатых и нашего вида не так много, но, судя по косвенным, австралийцы все же знали вкус мяса дипротодона.
К тому же способствовать вымиранию этих крупнейших травоядных могло изменение климата, засуха и опустынивание огромных территорий. Эласматерий. Эти животные, похожие на носорога, жили на территории современной Европы и Азии от эпохи Миоцена до Плейстоцена. Эласматерии вырастали в длину до 6 метров, в высоту до 2,5 метров, а весили около 4-5 тонн. Эти животные имели длинный рог на носу, напоминающий носорожий, и мощную мускулатуру, которая помогала им передвигаться по неровной местности и искать пищу. Рог они использовали для защиты от хищников и борьбы с сородичами. Правда, о его размере до сих пор идут споры. Некоторые ученые считают, что он имел длину более 1,5 метра. Также эласматерии обладали внушительными ногами, которые не позволяли им быстро бегать. Тело их было покрыто шерстью, хотя не факт. Это не подтверждено на 100%, пока что только гипотеза. Древние меганосороги питались травой и различными растениями, что подтверждает необычное строение зубов. Их зубы были плоскими и широкими, похожими на тарелки, что позволяло им дробить жесткую растительную пищу. Несмотря на то, что в свою эпоху эласматерии были настоящими гигантами, однако, несмотря на их размеры, они оказались неспособны выжить в меняющихся условиях окружающей среды и вымерли около 10 тысяч лет назад. Мегатерий. Мегатерий – самый большой ленивец за всю историю. Это животное обитало на территории современных Южной и Северной Америк в Плеоцене и Плейстоцене от 5 миллионов до 12 тысяч лет назад. Наиболее известен вид Мегатериум американум, один из самых крупных представителей рода. Однако существовало еще несколько видов. Вес мегатерия по современным оценкам мог достигать 4 тонн, а длина 6 метров от головы до кончика хвоста. Они обладали узкой мордой, длинными губами, режущими коренными зубами. Кушать звери предпочитали мягкую пищу, молодые листочки, побеги и плоды, хотя ели и коренья. Чтобы добраться до молодых и сочных листочков, они подходили к дереву и поднимались на задние лапы. Опорой служил массивный хвост. Вставая на задние лапы, мегатерии могли вырасти до 5 метров в высоту. Невероятно! Кроме того, животные обладали длинными серповидными когтями длиной до 17 сантиметров, которые отчасти затрудняли передвижение. Поэтому есть предположение, что походкой они напоминали современных муравьедов. Земли касалась только тыльная сторона передней конечности. Мегатерии могли выживать в самых разных условиях, от тропических лесов до сухих саванн. В природе у них не было серьезных конкурентов, взрослый мегатерий мог запросто убить нападающего хищника одним ударом своих когтистых лап. Мегатерии жили на Земле почти 5 миллионов лет, но не смогли противостоять комбинации факторов – изменению климата, сокращению лесов и, наконец, появлению человека. Степной мамонт. Степной мамонт или трагонтериевый слон – вымерший вид мамонтов, живший в среднем плейстоцене 780-500 тысяч лет назад на просторах Евразии. По-видимому, это животное являлось предком более известного нам шерстистого мамонта. Достигая высоты в плече 4,7 и более метров, длины тела до 7 метров и веса до 10 тонн, степной мамонт являлся крупнейшим среди евроазиатских слонов и одним из крупнейших хоботных в мире. Также мамонт обладал одним из самых крупных бивней среди всех хоботных, что автоматически значит и самыми крупными зубами среди всех животных. Например, последние моляры достигали длины 48 сантиметров. Его огромные спирально изогнутые бивни достигали около 5,2 метра у самцов. У самок бивни были короче, менее массивны и гораздо слабее изогнуты. Об образе жизни и внешнем облике этих животных известно немного, но кое-что мы все же можем рассказать. Степные мамонты питались травами и заходили далеко в степные регионы. Находки скелетов этих мамонтов в торфяных слоях Восточной Англии, в которых были найдены лесные растения, свидетельствуют об их распространении и на лесистые районы. А благодаря густой шерсти степные мамонты были приспособлены к жизни в холодных регионах. Индрикотерий или парацератерий. На сегодняшний день считается, что индрикотерий – самая крупная и тяжеловесная млекопитающая, обитающая на суше. Сейчас вы, наверное, думаете, что это что-то среднее между слоном, жирафом и конем. Однако на самом деле это чудище далеким родственникам не приходится никому из них.
Но потомки в лице некоторых современных животных у него все-таки есть, и вы ни за что не угадаете, что же это. Итак, индрикотерии – это родственники носорогов. Да, несмотря на отсутствие рога на носу, они действительно являлись давними предками нынешних носорогов. Индрикотерии обитали на нашей планете около 30 миллионов лет назад, в среднем олигоцене, нижнем миоцене. Судя по месту нахождения останков, эти огромные создания жили на территории современного Казахстана, Монголии, Китая и Индии. Как же парацератерий выглядел? Он отличался коротким туловищем на длинных и прямых трехпалых ногах, сильно утолщенным средним пальцем и небольшой головой на очень длинной шее. Рога отсутствовали, передняя часть тела была выше задней. Животное весило до 24 тонн, то есть как 6 слонов. Его плечи возвышались над землей на 5 метров, а голова на все 7. Длина парацератерия достигала около 8 метров. Другими отличительными чертами индрикотерия были тонкий череп с коротким носом и длинной шеей, а также более глубокая носовая полость, чем у других видов гигантских носорогов. Парацератерии питались листьями и ветвями кустарников и деревьев, а также травой. Среди них встречаются представители, обитавшие как во влажных лесах, болотах, так и в сухих, полупустынных и пустынных областях. Ученые считают, что вымирание индрикотериев, возможно, было связано с пищевой конкуренцией с более специализированными видами крупных травоядных, появившихся позднее. Базилозавр. В отличие от остальных млекопитающих из нашей десятки, базилозавр не может похвастаться тем, что является самым крупным представителем своего класса. Эта честь принадлежит синему киту, который существует до сих пор и может достигать веса до 150-200 тонн. Однако очень давно базилозавр весом, по разным данным, от 6 до 60 тонн был самым крупным из всех доисторических китов, когда-либо обитавших на Земле. Базилозавры населяли теплые моря эоценовой эпохи примерно от 40 до 34 миллионов лет назад. Они могли достигать 20 метров в длину, причем самки были меньше самцов. При такой длине эти киты были очень стройными, больше походили на морских змей. И если бы не то обстоятельство, что животное вымерло за миллионы лет до появления первых людей, его смело можно было бы назвать великим морским змеем, упоминаемым в легендах. Передние лапы базилозавра имели форму плавника и сохранили локтевой сустав, как у тюленей. Также у животного были маленькие атрофированные задние лапы длиной в несколько дециметров. Они имели всего 3 пальца, возможно, имелся малый спинной плавник, а хвост венчал хвостовой плавник, как у современных китов или дельфинов. Перемещался базилозавр также необычным способом, с помощью змеевидных сгибаний позвоночника, напоминая движение угря, только не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Большая голова базилозавра достигала 2 метров в длину. Огромные челюсти вмещали острые зубы, подходящие для ловли крупной добычи. Гигантский хищник старался вцепиться в морду жертвы, и далее он рвал ее на части и коренными зубами пережевывал куски мяса. Это было поистине величайшее и ужасное животное своего времени. На этом у нас все. Друзья, спасибо вам за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каких новых древних животных вы сегодня для себя открыли.